Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова, я психолог, кандидат биологических наук, и вы сейчас на моем канале, полностью посвященном расстройствам пищевого поведения, где я рассказываю о том, что это такое, и как жить с расстройством пищевого поведения, и как от них выздоравливать. Сегодня буду говорить о теме, которой я очень часто касаюсь, это страх. Потому что при расстройствах пищевого поведения страхов обычно очень много. Они редко осознаваемые, то есть они редко на поверхности. А когда они осознаваемые, то они часто осознаются как такие очень примитивные страхи. То есть я боюсь, что я кому-то не понравлюсь, например. Или я боюсь, что меня осудят. Почему я сказала примитивные страхи? Потому что это то, что выдает нам наш мозг как нечто как бы вот поверхностное, что мы можем понять. Под этим, как правило, есть другие страхи, глубинные. Например, я боюсь, что люди меня осудят, а в глубине лежит убеждение, что я урод, я чудовище, я монстр, меня невозможно любить, и я боюсь, что это опять в очередной раз окажется правдой. То есть я боюсь, что я не понравлюсь какому-то человеку, или меня осудит какой-то человек, которого я первый раз в жизни вижу, а на самом деле мне до этого человека вообще дела нет. На самом деле я боюсь, что то, что я о себе думаю, окажется правдой. Это пример. Это не значит, что у всех людей с расстройством пищевого поведения так. Это пример того, как мы можем как бы бояться чего-то одного, а на самом деле бояться чего-то более глубокого. Но я сегодня буду рассказывать о том, как бороться с осознаваемыми страхами. Как всегда, сначала я вас прошу не забывать подписываться на мой канал, лайкать и комментировать видео, потому что это помогает каналу продвигаться, а значит, больше людей с расстройством пищевого поведения будут находить эти видео в рекомендациях, и, может быть, они будут им помогать, потому что мне об этом часто пишут, что мои волшебные видео имеют волшебный терапевтический эффект, что очень приятно. Вот. Я, конечно, далека от такой мысли, но пишут же. Так вот, страхи. Прежде всего, почему вообще страхи – это проблема? Казалось бы, боишься и боишься, да? Но боишься, не ходи туда, где тебе страшно. Но вот в этом как раз и проблема. В одном из своих видео, я дам на него ссылку, я говорила о том, что мы часто боимся именно того, чего больше всего хотим. И когда мы боимся, мы начинаем отказываться от этого, потому что нам страшно. Страх – это вообще такое очень-очень важное чувство, важная эмоция, очень древняя, очень важная с эволюционной точки зрения, потому что страх позволяет нам выживать. Страх – это всегда про жизнь и смерть. Это что-то очень серьезное и очень сильное. Мы не можем просто игнорировать страх. Иногда люди, особо смелые люди, они могут бояться и делать, несмотря ни на что. Но страх все равно делает свою работу. Он все равно вас удерживает, он все равно останавливает вас от того, что бы вам хотелось. Если вы боитесь отношений, страх будет удерживать вас от них. Вы будете либо избегать отношений в принципе, либо вступать в отношения, которые просто, они не могут работать. Они обречены на провал. Если вы безумно хотите профессиональной реализации, но боитесь этого, боитесь, что вы провалитесь, боитесь отвержения, боитесь, что у вас не получится, вы будете останавливать себя, чтобы не столкнуться с этой ситуацией, когда вы проваливаетесь и осознаете, что вот, ничего не получилось. Страх все равно останавливает. Даже когда нам кажется, что мы преодолеваем страх и делаем что-то, несмотря на страх, без страха мы бы сделали намного больше. Намного больше. Мы бы дали себе именно то, что мы хотим. Мы бы дали это себе раньше. Мы бы дали это себе в более полном объеме. Поэтому страхи игнорировать не надо. Если у вас есть страхи, но если это какой-то такой страх, без которого вы
нет, с которым вы можете жить. Ну, например, я боюсь смотреть с крыши небоскреба вниз. Ну, как бы ладно. Ну, не будешь ты смотреть с крыши небоскреба вниз. Ну, большая потеря. А если я боюсь жизни, если я боюсь отношений, если я боюсь самореализации, если я боюсь контакта с людьми, вот это уже проблема, согласитесь. Поэтому со страхами нужно работать. Я сегодня буду говорить про осознаваемые страхи, когда вы уже знаете, чего боитесь. Не когда я просто чувствую вот эту тревогу, я чего-то боюсь и не знаю, вот что это, а когда вы уже поняли, чего вы боитесь, что с этим делать. Рекомендации. Что делать со страхом, когда вы знаете, чего вы боитесь? Первое, что нужно сделать со страхом, нужно признать, что вы боитесь, и назвать страх. То есть вы должны сказать: да, я признаю, что я боюсь отношений, я боюсь именно отношений, я боюсь в них вступать, я боюсь в них быть, я боюсь отношений. Не отрицая, не делая вид, что это не так, не притворяясь, что это не так, четко, прямо и ясно сказать себе, признать, что вы боитесь. Второе, что важно сделать, это, что нужно делать, если вы боитесь, это разговаривать о своем страхе. О страхах нужно говорить. Часто интуитивно люди стараются не говорить о страхах, потому что когда мы об этом говорим, это как будто становится реальным. А так мы как бы можем притворяться, что этого не существует. Вот это проблема, потому что это избегание. Нужно говорить о своих страхах. Психологу, друзьям, родным говорить. Говорить: я этого боюсь, говорить, почему я думаю, я этого боюсь, рассуждать о том, чего именно в этом я боюсь, что меня больше пугает, что меня меньше пугает, что может произойти, если вдруг, допустим, я вступлю в отношения, я боюсь, что меня бросят, или я боюсь, что мне сделают больно, или я боюсь, что я сама сделаю кому-то больно, или я боюсь, что это обязательно развалится, и т.д. и т.п. Страхи нужно проговаривать, не притворяясь, что их не существует. Когда мы говорим, у нас есть такой участок мозга, который отвечает за вербализацию, за то, что мы проговариваем то, что появляется у нас в голове, мысли. И исследования показали, что когда этот участок мозга, отвечающий за вербализацию, актуализирован, происходит терапевтическая проработка. Когда мы проговариваем страх, мы не делаем его больше, мы делаем его меньше. Поэтому о своих страхах нужно говорить. Или писать. Писать в дневнике, ну, лучше говорить. Следующее. Пункт номер 3, рекомендация номер 3. Не избегайте своего страха. Причем, когда вы говорите о своем страхе, вы его не избегаете ментально, мысленно, чувственно. Я сейчас имею в виду, не избегайте своего страха фактически. То есть, если вы боитесь отношений, идите на свидание. Если вы боитесь высоты, поднимайтесь хотя бы на 2-й этаж или на 3-й. Если вы боитесь толпы, идите в супермаркет. Не избегайте ситуаций своего страха, вызывающих страх. Это очень естественно, и это нормально. И страх так работает. То есть, если в реке крокодилы, я боюсь крокодилов, и чтобы не быть съеденной, я не лезу в воду. Это избегание. Это нормально. Но если, например, ваш страх – это страх успеха, и вы не лезете в воду, то у вас никогда не будет успеха. Но вы же этого хотите. И если ваш страх отношений заставляет вас, когда к вам подходит кто-то в метро, какой-то мальчик пытается с вами познакомиться, с каменным лицом от него отходить, потому что очень страшно, это тоже понятно, но так у вас не будет отношений. И с избеганием есть одна большая проблема. Кроме того, что избегание – это как раз то, что вас не пускает туда, не пускает вас туда, куда вы хотите
и боитесь пойти. С избеганием есть одна большая проблема. Чем больше мы избегаем, тем больше мы избегаем. Мы боимся и начинаем избегать. Когда мы избегаем, мы боимся еще больше. Из-за этого мы избегаем еще больше. Из-за этого мы боимся еще больше. Это всегда работает по принципу снежного кома. Избегание – это в принципе хороший защитный механизм. У него есть одна проблема. Он начинает развиваться по принципу снежного кома, и все. Потом начни избегать, потом не остановишься. Поэтому не избегайте ситуаций, которые вас пугают. Но рекомендация номер 4. Не бросайтесь в свой страх, сломя голову. Нет, это тоже важно. Потому что если вы такие, я не буду избегать, нырнете в эту реку с крокодилом и вам отгрызут ногу, то, скорее всего, ваш страх только закрепится, правда? Не в смысле, ой, подумаешь, ногу отгрызли. Нет. Поэтому, с одной стороны, не избегайте, а с другой стороны, не кидайтесь, сломя голову. Заходите в воду потихонечку, проверяйте ее палкой, смотрите, где там крокодилы, чтобы вовремя выскочить. Если вы боитесь отношений, не вступайте в отношения. Скажите себе, я просто схожу на свидание, я только выпью кофе. Больше ничего, никаких отношений нет. Сейчас я только выпью кофе. Потом, может быть, я выпью кофе с этим, потом с этим, потом с этим, потом с этим. А потом, может быть, я еще выпью кофе и еще погуляю. То есть вот таким образом. Причем важно, чтобы выпить кофе не осталось выпить кофе навечно. Я как бы не избегаю, но не бросаюсь в свой страх. Я пью кофе вечно. То есть вы должны идти в свой страх. Просто постепенно. И рекомендация номер 5, последняя, очень важная. Отмечайте изменения. Это важно. Отмечайте, стали вы бояться меньше, стали вы бояться больше после того, как поговорили. Или после того, как сходили, выпили кофе. Что с вашим страхом? Не ждите, что все будет становиться лучше, лучше, лучше и лучше. Используя тот же пример про отношения. Если вы боитесь отношений, вы боитесь, что вас отвергнут, вы пришли на свидание, чтобы выпить кофе, а там какой-то придурок, который вам нахамил, наковырял какой-то фигни и убежал, не заплатив, то ваш страх может стать только больше. Вам потом придется снова пойти выпить кофе с кем-то еще, чтобы эту тенденцию чтобы ваш мозг понял, что бывает так, а бывает вот так. И ни в том случае ничего катастрофического с вами не происходит. Вот, то есть это про откушенную ногу. То есть не ждите, что все будет получаться идеально, и ваш страх всегда будет становиться меньше, 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 меньше. Это цель. Отслеживайте динамику. Стал ли ваш страх меньше? Насколько он стал меньше? Что вы уже можете себе позволить сделать? То есть вот я уже на 2-м этаже, а вот я уже смогла подняться на 3-й этаж, а вот я уже на 4-м этаже и в окошко выглянула или выглянул. Отмечайте изменения. То есть 5 рекомендаций. Первое. Признайте свой страх и назовите его. Второе. Говорите о своем страхе. Третье. Не избегайте свой страх и ситуаций, связанных со страхом. Четвертое. Не бросайтесь в свой страх, сломя голову. И 5. Отмечайте изменения. Вопрос. Ну хорошо, боязнь высоты, все понятно. Поднимаемся на 2-й этаж, потом на 3-й этаж, потом на 4-й этаж и так далее. С боязнью высоты понятно. Что насчет «я боюсь жизни»? Что насчет «я боюсь успеха»? Что насчет «я боюсь отношений»? Что в этой ситуации делать? Нужно вот эту большую конструкцию, сложную «я боюсь жизни» расчленить. То есть, первый вопрос.
а что я подразумеваю под жизнью? То есть я боюсь жизни. В смысле? Что такое жизнь вообще? Жизнь – это когда у меня есть это и это, я делаю это, чувствую себя вот так и вот так. Окей, записали. Что из этого меня пугает? Может быть, вот, скажем так, вот это меня не пугает, а вот это меня прям сильно, вот все, что с профессией связано, с реализацией, меня прям сильно пугает. Ну, вроде бы, чтобы чувствовать себя живой, я чувствую, что должна реализоваться профессионально. Меня прям вот это пугает. Хорошо, тогда берем это и снова расчленяем. Хорошо, а если мы говорим о профессиональной самореализации, из чего она для меня состоит? Из этого и этого. Так, что в этом меня пугает? И таким образом действуете до тех пор, пока не доберетесь до простого страха. Вот такого простого, с которым можно будет понять, что делать. То есть вот такого типа высоты, страх высоты, когда я могу подниматься сначала на 2-й этаж, потом на 3-й этаж, потом на 4-й и так далее. Такую работу можно делать самостоятельно, а можно делать с психологом. Лучше, конечно, с психологом. Почему? Потому что основная реакция на страх – это избегание. Когда вы начнете расписывать, например, «я боюсь жизни», с высокой долей вероятности та самая штука, которая вас больше всего пугает, как бы выпадет из зоны вашего внимания. Вы как бы про нее забудете. Вот самое-самое страшное, прям такое прямо, вы как бы забудете про нее. И здесь нужен второй человек, у которого нет этого страха, нет этого же избегания. И он скажет: подожди, а как насчет вот этого? А вот это? И вы такой: точно. Понимаете? То есть почему лучше делать такую работу с кем-то, с психологом, который как бы будет смотреть на то, что вы там, вот я этого и этого вот боюсь там, будет смотреть, говорит: так, тут у нас пазлики не складываются, тут у нам чего-то не хватает, а как насчет вот этого? Но в принципе, если психолога под рукой нет, можно такую работу делать и самостоятельно, особенно есть такая целая когорта людей, такая группа людей, не когорта, такая группа людей, которые в принципе, у них все хорошо с самоанализом, они неплохо. К сожалению, для зрителей моих, люди с расстройством пищевого поведения не особо в этом хороши. Но давайте честно. У людей с расстройством пищевого поведения с самоанализом не очень. В том смысле, что они все время пытаются себя анализировать, но они все время ходят по вот этим протоптанным дорожкам из разряда «я боюсь отношений», а чего я боюсь в отношениях? Я боюсь, что меня бросят. Из-за чего меня бросят? Из-за того, что я толстая. Я боюсь, что я не смогу реализоваться профессионально. Почему я не смогу реализоваться профессионально? Потому что я толстая. Что мне надо сделать? Похудеть. Ну и так далее. То есть вот поэтому. И человек такой: вот точно, я понял. На самом деле это чушь полная. Потому что это то самое избегание. Когда наш мозг как бы предлагает нам фиктивную причину вместо настоящей. Это потому что ты толстая. А как только ты похудеешь, конечно, жизнь пойдет совсем по-другому. Это то самое избегание, когда мы как бы экранируем то, что происходит на самом деле в нашей психике, вот этими всеми вопросами, связанными, вот этой вознёй, связанной с едой, весом и так далее. Вот. Для тех особо молодцов и хороших зрителей, терпеливых, которые досмотрели до этого момента, даю технику. Техника классная, я ее обожаю. У нее наверняка есть умное название, я просто его не знаю, этого умного названия, я его не помню. Поэтому я называю эту технику «О горе мне». Сейчас расскажу. Техника очень забавная. Делать ее лучше наедине, перед зеркалом, чтобы никто не видел. И желательно до того, как произошло что-то, что вас очень пугает. Например, вы должны, не знаю, сделать где-то доклад или выступление. Вам дико страшно, потому что вам кажется, что вы выйдете, вы вообще забудете полностью свою речь, и весь зал будет смотреть на вас так, типа: ну и дура.
Ну это же надо, вот такое вышло, и вот тут оно стоит и ничего сказать не может. Например, или вы познакомились с кем-то, я не знаю, в Тиндере, и он вам очень нравится. Вот вы собираетесь на свидание и больше всего боитесь, что он посмотрит на вас. Вы придете, он там посмотрит, подумает, вообще, ты фотки у кого-то украла или что? Вообще, что это пришло сюда? И убежит в ужасе. И вам ужасно страшно. Что мы делаем в такой ситуации? Техника «О горе мне». Значит, подходите к зеркалу, вас никто не должен слышать, и включаете Гамлета. И говорите: «О Боже, мальчик из Тиндера меня не полюбил, и я ему не понравилась. Мальчик из Тиндера, он убежал от меня с криками ужаса. Он бежал по улице, и все прохожие оборачивались, чтобы на меня посмотреть. О Боже, я этого не переживу. О горе мне! О горе мне! О горе мне!» Это техника, на минуточку. Называется, в моем варианте, «О горе мне». Вот это вот «О горе мне» обязательный элемент техники. Прям вот это прям обязательно должно быть. И голос должен быть, и жесты максимально драматичными. Если сможете заплакать, заплачьте. Повторяйте при каждой необходимости. Вот. Вот. Собственно, все. Чувствую себя нелепо после этой техники, даже немножко неловко, но ничего. Ссылки на мои социальные сети в описании к этому видео, как всегда. Пожалуйста, подписывайтесь. Не забывайте, что каждый месяц на канале разбор случаев. Вы можете свой случай тоже прислать. Они все разборы случаев, которые были в отдельном плейлисте трансляции. Вот. Через социальные сети вы можете со мной связаться. Не забудьте про мой телеграм-канал. Подписывайтесь. И пока!